Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня у меня по традиции новый хобби-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной. Приятного вам просмотра. Не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки. Вам не сложно, а мне приятно. Ну и мой инстаграм 3 семерки, рыжая 3 восьмерки. Давайте приступим непосредственно к нашей любимой теме, к раскраскам. Сегодня я хочу пораскрашивать в удивительных цветах Лианы Мэй. Я очень люблю раскраску, но в новогодние вот эти все праздники, в зимнее время года, ну, как-то я ее не затрагивала. Вот. Ну, потому что и так было в планах много всего. А так вот я здесь люблю пораскрашивать. Как видите, в основном фон я не делаю, именно здесь не делаю, потому что мне кажется, что здесь и так в основном, ну, я не знаю, без фона и хорошо, он здесь не нужен. Вообще я уже сегодня полистала раскраску и выбрала для себя вот эту иллюстрацию. Мне кажется, что что-то подобное я раскрашивала в серии «Цветотерапия. Цветы». Это тоже одна из моих любимых раскрасочек, потому что тему цветов я очень люблю. Именно в раскрасках мне нравится раскрашивать. Вот. А здесь еще детальная прорисовка. Ну, я, конечно, посмотрела, что сейчас вот так вот полистала, что и это бы я раскрасила еще. Но, ладно, еще успеется. Пусть уже будет эта иллюстрация, тем более начало месяца, время много, почему бы не пораскрашивать именно здесь. Я как раз в прошлом влоге говорила о том, что, несмотря на то, что вот мне очень-очень нравятся вот эти вот карандаши пастельные от Берлинга, но я первое время старалась везде ими раскрашивать, мне как бы хотелось, а потом они появились еще какие-то карандаши, и эти, в общем-то, просто так лежат. Но не потому, что они плохие, а, ну, я объясняла, когда вот, знаете, ну вот, например, лежат у меня набор 24 цвета. Мне Оксана Брауберг дарила вот эти Брауберг-карт 24 цвета. Мне их, например, вполне бывает достаточно. Я их взяла, и мне более оттенков не нужно, да. А если я беру Брутфунеры 120 цветов, то тем более там даже пастельные карандаши есть. И вот чисто ситуации бывает, я могу 12 цветов взять, набор какой-нибудь, и мне тоже будет всего хватать. А вот так вот, знаете, чтобы сидеть и думать, ой, вот пастельный цвет, вот надо достать обязательно карандаши, такого у меня не бывает практически ситуации. То есть вот если у меня есть такой набор Берлинга металлик, там, да, очень часто возникают ситуации, что ты думаешь, ой, там надо лопату раскрасить или еще что-то, да, там нужно, да. А вот, например, вот эти вот Берлинга, это, кстати, тоже подарок Оксаны, Мэджики. Тут тоже как бы бывает, что, например, коричневый карандаш, да, вот этот вот, когда толстые трехгранные Мэджики, для них что-то очень маленькое, берешь вот этот вот. А именно как таковых пастельных, вроде я всю эту тему обожаю, и в тот же момент надо их именно доставать. Вот я сегодня решила достать эти карандаши. Я буду ими раскрашивать сами цветочки. Этими я пока не знаю, буду или нет, потому что набор мне безумно нравится. Они мягкие, классные. Но зеленые здесь, они оттенки не самые, на мой взгляд, удачные, не самые ходовые, но посмотрим. И еще я взяла вот такие карандаши. Это марка Super Bee Writer, тоже 12 штук. Мне их когда-то присылала в посылочке Олеся, канал раскраски.com. Привет тебе и огромное, Олесь, спасибо. Вообще карандаши замечательные. Вот. Я не знаю, вроде бы я слышала, что какие-то карандаши марка, они вроде выцветают. Честно скажу, пока я за ними не замечала, но просто когда они у меня появились, я ими часто раскрашивала. Потом, опять же, вот череда новых покупок, новых подарков, и эти просто так на полке лежат. Но они хорошие, они реально достойные, вполне себе карандашики.
Ну вот, я их достала. Может быть, я сейчас вот что-то отсюда возьму. Зеленушку пораскрашиваю. Посмотрим. Ну ладно, давайте приступим, а то я что-то наболтала на целых 5 минут. Значит, цветы какими буду раскрашивать. Ну, во-первых, я возьму вот этот вот как самый темный. Так, ну и, наверное, какой здесь вот интересно самый такой нежненький. Вот, наверное, вот этот вот. Я их сейчас подточу немножко. Вообще, если когда-нибудь они у меня закончатся, возможно, я их еще раз куплю. Но, правда, опять же, 12 цветов. Я считаю, что, ну, мне лично пастельных более и не надо. Ну, разве что только для декора, да. В том смысле, что пастельные оттенки, они невероятно милые. Вот. Но я не думаю, что ради этого стоит брать большой набор. Ну, а маленькие у меня вот там на полочке лежат. Если кто не знает, сейчас покажу. Вот там на той полочке, видите, где сухая пастель, там же у меня лежат и наборчики по 12 штук, хотя есть 24, которые так в 2 ряда. Вот, но как вы видите, они очень нежные, но они, как сказать, они пастельные, но они хорошо заметны на бумаге, в том числе и на белой. Вот, очень мягкие, то есть я вообще не прилагаю никаких усилий, руки у меня не устают, так что карандаши отличные. То есть вот я как купила их, хвалила, рекомендовала, так и сейчас не отказываюсь от своих слов. Я тогда, помню, и Оксане дарила такие. По-моему, я именно засылала ей пастельные карандаши. Вот, ну, дело было давно. Кстати, я пока все с посылочкой-то... У меня она лежит, собранная. Вот. Но все пока никак не отправлю. Ладно, все это сделаем чуть позже. В любом случае, все актуально будет. Кроме там кое-чего новогоднего. Хотя, с другой стороны, ну, к следующему Новому году не так страшно. Вот. Ну, так получилось у меня. То есть я постоянно что-то где-то, бывает, покупаю, так далее. А вот отправить, да. Вот я здесь хочу немножечко так понаслаивать, заморочиться. Мне очень-очень нравится. Вот. Наверное, знаете, для серединки я вот этот вот возьму цвет. Будет хорошо. И мне кажется, что еще будет не лишним взять вот этот вот карандаш. Я его сейчас тоже заточу. Сейчас еще минуточку. У меня тут просто параллельно работает ноутбук на другом столе, потому что мы тут, ну, нужно будет созвониться, пообщаться. Вот, и я его заранее включила. И он у меня пошел в спящий режим уже. Я вот сейчас отходила, его включила, чтобы потом не ждать, пока он... Так, у меня сейчас ушастый там сопел, храпел. Сейчас вскочил чего-то. Может, я его ногой под столом пнула? Не знаю. Нет, вроде не пинала. Ну, в общем, то, что он там суетится, это, да, это собака. Вот. Ну, как-то так. Вот здесь бы я, наверное, все-таки такой цвет добавила. Не знаю, пока еще. Вот что-то я так раскрашиваю, пытаюсь. Думаю, как мне нравится больше. Не, вроде хорошо. Такой цветочек. В теории даже можно, если что, взять Derwent Color Soft, такой белый, еще пройтись. Мне нравится, он такие
такой эффект шикарный дает. Белый карандаш, вот именно дервентовский. Нет, но я думаю, любой хороший, который как бы немножко так выбеливает, но жирненько так. Ну вот этот вот я взяла чисто так, в качестве дополнения, где-нибудь на такие вот моменты. Угу. Ну вот такой цветочек. Ладно, продолжим. Раскрасим еще один цветок. Что тут у нас? Ну, пусть будет вот этот. Шикарные мягкие карандаши, просто вообще. Ну вот, знаете, бывает, когда просто большой набор, даже если карандаши мягкие, то когда там берешь какой-нибудь такой вот нежный оттенок, ну, почему-то даже подсознательно хочется на него так надавить, а здесь нет. Здесь вот абсолютно спокойно, даже и надавливать не хочется. В общем, да, надо периодически, пару раз в месяц, ну хотя бы, я не знаю, раз в недельку, может быть, или раз в 2 недельки, стараться не забывать и вот эти карандаши доставать прям под какую-нибудь раскраску. А сейчас, смотрите, весна, вот это вообще, мне кажется, будет самое то. Все больше и больше, хотя пастели и зима неплохо пойдет. Но рамочки бы не повредили здесь, когда вот так вот все впритык. Вот. Наслаиваются тоже отлично. Угу. А лифт у нас, походу, так еще и не начали делать. Он так и лежит на улице. Такс. О. Ну и светленьким. Вполне себе цветочки получаются. Давайте я вот так покажу. Вот. Ну, теперь, конечно, надо подумать, каким листочки раскрашивать, какими карандашами. Вот, кстати, видите, они у меня, вот эти марка, они у меня весьма так поточены неплохо. Ну, я, да, действительно, когда они мне только пришли, я прямо их по многу использовала. Вот. А тоже мягкие. Вот я вообще не напрягаясь ими крашу. Просто не на... О, слава богу. Минутку. Это я, знаете, по какому поводу сказала слава богу? У нас, ну, я думаю, кто живет в Москве, знает, по Москве случился большой косяк с квартплатой. Людям в начале месяца выставили адские счета на квартплату в связи с перерасчетом. Ну, та зима была же холодной, вот эта более теплая, та холодная. У нас, ну, например, я боюсь соврать, но, по крайней мере, раньше точно, например, в Питере, да, было как. Да и, по-моему, сейчас так, что у них вроде как, я не знаю, ну, в общем, не такая система расчета, как у нас, вообще квартплата выше. Вот, у нас как бы отопление раскидывают на весь месяц, то есть на весь год. И получается очень даже хорошо, ну, потому что, знаете, как бы, когда раскидывают сумму, сами понимаете, то все-таки не так много получается.
Когда зима холодная, топить приходится больше, и они потом делают перерасчет. И кому-то пришла очень богатая, мягко говоря, идея в голову выставить, ну, просто сразу в одну платежку. Ну, вы представляете, да, там, например, квартплата 5000 рублей, а человеку 8000 приходит. Ну, как бы понятно, если кто-то живет очень-очень хорошо, да, то, может быть, эти 3000 и незаметны. А для, ну, большинства населения это ж, ну, кошмар какой-то, согласитесь. Человек же не рассчитывал. Вот. И люди возмутились, платежки отозвали. Но дело в том, что я об этом даже не знала, потому что я не оплачиваю счет через там онлайн-банк, я оплачиваю через МОСРУ. Вот. То есть мне банк не присылает выставленный счет. У меня соседка, чисто мы что-то разговорились с ней, и она мне сказала, что и уже там одна соседка бегала в МФЦ, в управляющую компанию, ей сказали, что у них и базы слетели по нашему району. Ученица мне сказала из другого района, что это с отоплением связано. В общем, какая-то ерунда. Ну вот, и, значит, сейчас там типа время оплачивать, все дела. Я оплачиваю всегда в конце месяца. Платежки нет, но я как бы не волновалась, да. А тут уже, я просто не знаю, как видео выйдет позже, чем я снимаю, но, в общем, ну, в любом случае, я в марте снимаю, так сказать, вот. И, в общем, соседка говорит этажом ниже, что ей вечером выставили счет, причем у нее 5 чем-то тысяч, ей выставили первый раз на 8 косарей, в этот раз на 7 косарей, она говорит, ну, так поудивлялась. Вот, а я еще знаю, что людям стали счета приходить, а мне не пришли. Я вообще так удивилась. Сегодня утром встала, у меня там дополнительный счет на 5 копеек из налоговой. На 5 копеек, в прямом смысле слова 5 копеек, да. Банк это вообще все отклонил. Я вообще не поняла, что случилось. Вот, и мне так что-то стрёмно, думаю, а почему квартплата не пришла? Я думаю, так, спокойно, что меня напрягает? Это их проблема, пришла, не пришла. Не может же такого быть, чтобы они не выставили потом счет. Кстати, там на МОСРУ еще какие-то проблемы. Ну ладно, короче, суть в том, что вот я сейчас я подписалась специально на счет в банке, выставили мне счет и выставили, как всегда. Слава богу, Господи. Потому что я уже тоже приготовилась отслюнявливать им 7000. Мне бы этого очень не хотелось сейчас. Ну ладно, слава богу. С другой стороны, я даже ЕПД посмотреть пока не могу. Потому что на МОСРУ этот раздел недоступен. И если я туда сейчас зайду, я платежку только в платежах найду. Но я не найду ее в ленте. Трэш какой-то, Господи. А потом еще говорят людям, там, типа, переходите на вот это все электронное. Да я-то ладно в своем возрасте, а вот пожилому человеку, это ж, они даже, я-то знаю как бы несколько вариантов, как там платежи найти. Ну, потому что я из разряда тех людей, кто доконает там всех, если что. Ну, впрочем, не я одна такая, я просто ненавижу эти моменты. Вот положено все, надо вот в определенное время все, чтобы было сделано. Хотя нельзя так вот эмоционировать по поводу таких вещей. Значит, надо себя больше чем-то полезным занимать. Потому что вот я знаю, даже вот у моей подружки, да, у нее дети. Она по любой ситуации говорит, да, мне, говорит, без разницы, у меня дети. Вот, ну, из чьих-то уст меня раздражает такая фраза, из ее уст все нормально, потому что она адекватный человек. Вот, но в том плане, что она так говорит, потому что, да, у нее куча забот, дом, семья, там какие-то еще моменты. Что она будет эмоционировать? Так, минутку. Ну, видимо, все. Отъездились мы на лифте, заносят лифт, его составляющие в подъезд. Ну, на наш этаж и поднимают туда выше. О, прикольно, прикольно.
Наверное, кто-то скажет, полезно для здоровья, а я вот скажу, как человек, который преподает и балет, и фитнес, и прочее, могу сказать, нет, ничего подобного, не полезно, к сожалению. Это вот, знаете, как раньше говорили, что вот я еще даже помню такой момент, когда нам говорили на занятиях, нельзя во время занятия пить воду, можно только прополоскать рот. Это вот в наше детство, это, знаете, вот было целое вот это вот убеждение, нельзя пить воду во время занятий, это нагрузка на сердце. Это сейчас уже стало более справедливо, что нужно пить воду. Ну, другой вопрос, что нельзя перегибать палку, но если организм требует, не рот надо полоскать, а воду надо пить. Хотя, безусловно, ну, как сказать, вот нет, в этом тоже есть определенный смысл, то есть если прополоскать рот, то в организм все равно поступает через все эти рецепторы вода, это понятно. Равно как, например, мне зубной врач говорит, что корвалол, мой любимый, лучше не пить, а если очень требуется, лучше прополоскать им рот. Вот. И, кстати, люди, которые, например, находятся на лечебном голодании, но только на таком, на достаточно опасном, даже не только без еды, но и без воды, это очень опасно. Ну, кстати, при этом, если все по уму, ну, я бы на это не решилась, но все-таки. Вот. То там тоже, насколько я помню, потом там надо как-то... Тоже, по-моему, надо сперва только рот прополоскать, что-то такое, я не помню. Потому что я в это дело не вникала, потому что голодаю, когда я только на воде, без еды. Вот, но тем не менее, вот, да. Нам тогда говорили, что нельзя воду пить, только полоскать. И, в общем-то, вот это все, то, что полезно, вот эти и приседания полезны, и все полезно. Нет, приседания не полезны. Вернее, только в разумных пределах, и то не всем. Я вот так могу сказать. Ходьба по лестнице. Знаете, это надо быть 100% здоровым человеком. И, допустим, ну, если я все привыкла делать на мышцах, как положено, то да, даже со своим травмированным давно уже коленом я еще могу себе позволить это. И то я делаю это только по необходимости. Вот. А большинству людей это чисто зло. Это просто убивать свои суставы, потому что большинство людей именно всю свою жизнь и все движения делает на суставах. Ну, то есть, если человек не тренирован и не знает, как мышцами управлять, то мышцы работают минимально. Соответственно, вся нагрузка идет на суставы. Поэтому такое дело. У нас, видите, как сегодня с вами болталка какая-то на такие вообще разнообразные темы, даже не касающиеся творчества. Но я считаю, что это тоже нормально. Вот. Главное, чтобы это было что-то такое легкое, не без всяких там депрессии. А житейское это тоже хорошо. Хотя у меня обычно для этого есть лайф-влоги, но, знаете, когда снимаешь лайф-влоги, в основном там то покупки снимешь, то какую-то готовку, уборку, прогулку. Вот. Слушайте, ну мне нравится. Вот, наверное, тогда буду ими пораскрашивать. Тоже хорошо, видите, как задействовать. Я знаю, что я некоторых девчонок смотивировала тоже как-то достать из фикс прайса, там и другие карандаши. Но действительно, они же хорошие, да, у нас как бы наше хобби развивается, мы как-то развиваемся. Но мне кажется, что ведь если какие-то карандаши были для нас раньше хорошие, почему они сейчас не могут быть для нас хорошими, правильно? Они же не перестают быть классными. Вот. Поэтому я считаю, надо доставать, чего-то пробовать. Почему нет? Раскрашивать. Они достаточно хорошо так блестят. Вообще шикарно, слушайте. Классные карандашики. Я прям очень-очень довольна. Олеся, еще раз огромное тебе спасибо за них.
Вот я считаю, опять же, поднимая такие щекотливые темы, которые не всем нравятся, да, я считаю, что если человек, ну, как бы, да, надо быть, ну, стараться называть людей. Если берешь идеи, если там что-то, надо стараться, конечно же, людей называть. Вот, к слову, я заметила, несмотря на то, что на каждом ютубе и на бьюти, и на везде есть свои дрязги, но я могу сказать, что на бьюти ютубе девочки до сих пор всегда друг друга называют. И не считают это. Более того, и меня называют, хотя, допустим, кто-то, кто продолжил снимать по бьюти, и там уже продвинулся на много-много подписчиков, тысяч подписчиков вперед меня, например, да, все равно вот девочки в своих видео очень часто и сейчас называют, что вот я это у Иры увидела, там еще что-то, понимаете? Ну и я так делаю, потому что это нормально. А на раскрашивательном ютубе тут то же самое должно быть, потому что здесь вообще у нас такое хобби, которое не должно вызывать конфликтов. Но вот есть люди, которые, да, ну, как бы дело, знаете, за вами, что называется. Просто один раз потеряв свою репутацию, потом ее вернуть и хорошие отношения будет очень невозможно уже. Вот. Это уже будет невозможно, поэтому выбрав для себя не лучшую компанию, которая вот все вот это вот ввела подобную моду, ну, потом вернуться в другую будет очень сложно. Ну да ладно, это видео я буду завершать. Если оно вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, заходите в Инстаграм 3 семерки рыжие 3 восьмерки. Благодарю вас за просмотр, желаю здоровья, настроения, вдохновения, уютных раскрашивательных вечеров, мира, добра. До скорой встречи. Пока-пока.